Сяо Янь собрал отличную команду для спасения учителя Яо Лао. Среди них столько почтенных воинов: Сяо Исянь, Яо Тяньхо, почтенный Фэн из павильона, почтенный меч Тедзянь и другие. Миссия была крайне опасной, особенно из-за появления великих старейшин Зала Душ. Джай Син, сильнейший почтенный воин 5 звезд, он чуть не убил Сяо Яня. Учитель Сяо Яня был схвачен стражем Дворца Душ и с тех пор заперт в этом месте. Конечно, это стало большой трагедией. Сяо Янь потерял своего любимого учителя Яо Лао. Но шанс на спасение все же есть, поскольку духовное тело Яо Лао особенное и переработать его не так-то просто. Поэтому Сяо Янь чуть позже возьмет на себя инициативу по спасению Яо Лао, и он успешно освободит учителя. После того, как Яо Лао забрали, Сяо Янь продолжал думать о его спасении, но для этого нужно стать намного сильнее. Его нынешней силы недостаточно, ведь Зал Душ был слишком силен, там было несколько экспертов уровня Башен, более 20 почтенных воинов и еще больше предков. На каком уровне Сяо Янь пойдет спасать учителя во Дворец Душ? Когда он достигнет 9-й звезды предка. Когда Сяо Янь достиг этой силы пика Доу Цзун, он больше не хотел ждать. Сяо Янь собирал много невероятно сильных экспертов. Помимо других важных людей, стоит упомянуть в их группе почтенного Фэна и почтенного Тадзяня. В общем, на его стороне собралось уже 5 почтенных воинов. Учитывая взрывную силу Сяо Яня и его боевые способности, им по силам впятером противостоять 6 почтенным воинам. Только подумать, 5 почтенных воинов и сам Сяо Янь на пике предка. Точно можно конкурировать с экспертом уровня почтенного воина. Подобная им группа крайне опасна даже на центральных равнинах. И если ничего непредвиденного не возникнет, то Сяо Янь был уверен на 70%, что сможет вызволить Яо Лао из лап Зала Духов. Почтенный Фэн поразился нетерпению парня, но все равно кивнул. Он понимал, что затягивать точно не стоит. Хотя начало операции с завтрашнего дня может и слишком торопливое намерение, но во время битвы скорость – решающий фактор. Вполне возможно, они смогут даже подловить Зал Духов врасплох, забрать нужного человека и сбежать. И когда явятся сильнейшие эксперты со стороны Дворца Душ, они уже будут далеко. Конечно, все так просто не получилось. Когда первый луч рассвета рассек ночное небо, группа людей незаметно для всех покинула башню эликсиров. «Идем», — сказал Сяо Янь. Его выражение выглядело крайне серьезным. Выбросив одно слово, он первым обратился в размытый силуэт и устремился в сторону далекого горизонта. Остальные эксперты последовали прямо за ним. Пришло время выполнять обещание, данное многие годы назад. Яо Лао держали в горном хребте Смерти Душ. Это место могло войти в список опаснейших на центральных равнинах. Слухи ходили, что много лет назад здесь громыхало множество битв. Под почвой гор уже погребено множество скелетов тех погибших экспертов. Кроме того, данное место содержит очень плотную холодную ци природного происхождения, из-за чего весь горный хребет на протяжении всего года окутывается туманом. О силе Дворца Душ знали уже все, а значит, освободить человека из их заключения будет ой как непросто. Если операция провалится, то у нас наверняка больше не появится возможности спасти Яо Лао. Поэтому, что бы ни случилось, мы просто обязаны достигнуть своей цели. Глубоким голосом произнес почтенный Фэн. Прошло уже 5 или 6 лет с момента, когда Яо Лао был схвачен Дворцом Душ. Хоть его жизни ничего не угрожало, но он без сомнения все это время страдал. Все способности Сяо Яня были результатом наставлений Яо Лао. Лишь благодаря ему он сумел достичь нынешних высот. Поэтому в том, что касается учителя Яо Лао, Сяо Янь совершенно не будет колебаться. Эта миссия довольно опасна и рискованна. Хорошо, что Сяо Яню помогали его верные друзья – Хребет Смерти Душ. Это холодное, опасное место, где даже солнце нельзя увидеть. Обычный эксперт легко потеряется там. Его населяют кровожадные звери, справиться с которыми очень сложно. Дворец Душ основал там свое отделение, так как ориентироваться там сложно, а проникнуть незамеченным просто невозможно. Что ж, раз теперь Сяо Янь знает о местоположении Яо Лао, то точно отправится именно туда, даже если ему и придется сильно рисковать. Как много экспертов Дворца Душ находится там? Сколько среди них почтенных воинов? Из-за важности Яо Лао выставили весьма неплохую защиту, по меньшей мере 5 почтенных воинов. Подобная группа чрезвычайно могущественна. Подобной силе достаточно лишь топнуть ногой, и множество фракций испугается настолько, что даже пискнуть не посмеют. Сяо Янь невольно задержал дыхание. Подобная сила
действительно высока. Глава башни эликсиров достал свиток и показал карту хребта смерти душ. Добраться туда можно за 5 дней. Хотя он и помог в поисках Яо Ченя, но отправиться с Сяо Янем не мог. Ему придется положиться на свои силы, чтобы завершить задуманное. Очень большую помощь оказал почтенный Фэн. Он всегда дружил с Яо Ченем. Почтенный Фэн считался довольно известным экспертом центрального региона. Он даже иногда пересекался с залом душ, пока вел поиски Яо Лао. Благодаря нему можно избежать некоторых уловок Дворца душ. «Предок 9 звезд?» Он прошелся взглядом по парнишке. Он точно помнил, что когда они расставались, он находился на уровне предка 1 звезды. Как же он сумел так увеличить свою силу за год, пока они не виделись? Уровень развития Сяо Яня действительно был пугающим, но он лишь усмехнулся и сказал, что ему повезло. Сяо Исянь, почтенный Тяньхо и Цзиянь следовали за ним. Почтенный Фэн поразился силе этих 2 человек за спиной Сяо Яня. Он ощущал, что девушка и старик достигли силы почтенного воина 3 звезд. Некоторые друзья прошлого решили сразу отказаться, как только услышали, что они собираются напасть на зал душ. Их не стоит винить. У тех людей за спинами стояли собственные фракции, и они опасались, что, обидев дворец душ, их фракции обратятся в реку крови. Тэцзянь еще один из спутников Сяо Яня. Он одинок и не связан ни с какими фракциями. В прошлом Яо Чень оказал ему весомую услугу. Он сам проявил инициативу, когда услышал о плане спасти Яо Лао. Зал душ слишком силен, даже эксперты уровня почтенного воина не посмеют оскорбить их. Вот почему все, кто шел с Сяо Янем, обладали немалой храбростью. Спустя 5 дней группа Сяо Яня прибыла к хребту смерти душ. Они не могли лететь в небе, поскольку точно будут замечены, поэтому шли пешком в густом тумане через лес, стараясь не привлечь к себе внимания. Но возникли проблемы. Они с трудом могли ориентироваться здесь. Сяо Янь был разочарован. Сейчас они были полностью готовы, но оказались не в состоянии отыскать свою цель. Повезло, что с ними была Цзиянь. Она легендарный дракон пустоты. Узнала у королевы здешних зверей, где находится отдел Дворца душ. Древний дракон пустоты известен как высшая сущность среди всех зверей. Посреди долины располагалось высокое строение из черного камня. Над зданием размещался пространственный барьер. Внутри ощущалось 5 аур почтенных воинов. Также более 10 предков. Их уровни значительно разнятся от слабых к сильным. 5 почтенных воинов. Их сила колоссальна. Но Сяо Янь пришел сюда подготовленным. Его друзья отвлекут защитников, а Сяо Янь займется поисками учителя. Внутри, в самом центре зала, располагалась круглая каменная платформа. В ней сидел в позе лотоса старик, а его тело выглядело иллюзорным. По внешним признакам именно он оказался Яо Ченем, которого когда-то сумел захватить зал душ. Цепи окутывали по рукам и ногам Яо Ченя, не позволяя ему и сдвинуться. Во всем зале стояла смертельная тишина. Вдруг Яо Лао открыл свои глаза. Именно в этот момент знакомая ему аура приблизилась. Учитель скоро будет спасен. Сяо Янь пробивался сквозь толпы протекторов прямо к учителю Яо Лао. Он нашел его в виде заключенного сгустка света. Сяо Янь впервые встретил Яо Лао с тех самых пор, как тот был схвачен. Его сердце, волосы выглядели как у обычного старика. Весь его вид причинял Сяо Яню боль. Жизнь его наставника в целом не особо пострадала, но он точно все эти годы страдал. Когда Сяо Янь преклонил перед ним колени, глаза старика дрогнули, и он открыл их. Перед собой он увидел повзрослевшего молодого человека. «Мальчик, ты наконец-то вырос!» Теперь, спустя несколько лет, этот молодой парнишка сумел настолько вырасти. В плане силы он достиг 9-й звезды предка. Но времени мало. Они все еще находятся в таком опасном месте. Все обсудить они смогут сразу, как только сбегут с территории Дворца душ. Сяо Янь вытянул ладони и коснулся ими светового сгустка. Могучая духовная сила вырвалась. Но учителя еще держали цепи заключения души. Они специально сдерживают души, и они очень крепкие. Не так-то просто их уничтожить. Сяо Янь схватил ладонью цепь и высвободил свое пламя 3000-летий на полную. Он начал обжигать цепь огнем. Яо Лао испытал шок, увидев фиолетовое пламя, и радостно спросил: «Ты поглотил новое небесное пламя!
«Да, горящее пламя 3000-летий», — усмехнулся Сяо Янь. Ужасающе высокая температура пламени постепенно разрушила все цепи. Освободившись, старик размял свои запястья, а затем невольно рассмеялся про себя. Неужели он, Яо Чень, снова сумеет сбежать из этого проклятого места? Да, теперь им нужно как-то сбежать с этого места заточения. Но когда они с учителем направились к выходу, неожиданно возник пространственный барьер. В воздухе появился старик, одетый в серую накидку, вокруг которого парили черные цепи. Это еще один эксперт уровня почтенного воина. Случилось то, о чем он волновался больше всего. Здешние силы Дворца Душ включали в себя не только ту пятерку почтенных воинов. Яо Лао знал того старика, Джай Сина. Глава дворца послал его наблюдать, и он ждал прибытия рыбы покрупнее, а именно Сяо Яня. Выходит, глава зала заинтересован в Сяо Яне еще больше, чем в Яо Чене, а все дело в ключе клана Сяо. Яо Лао приказал: «Не дерись с ним, сперва сбежим. Ты не сможешь противостоять ему сейчас». Сяо Янь сжал зубы и кивнул. Парень понимал, что сила этого старика куда выше, чем у Мугу и всей пятерки почтенных воинов. Когда тот начал атаку, Сяо Янь с холодом крикнул: «Техника тройного усиления божественного пламени! Первое, второе, третье проявление!» Аура Сяо Яня резко возросла. Фиолетовое пламя вырвалось и преобразовалось в огромного дракона. Он взревел и устремился навстречу старику Дворца Душ. Могущество Джай Сина и вправду ужасало. Он достиг силы как минимум почтенного воина 5 звезд. Другими словами, он мог называться Тяньзуном Зала Духов. Учитель спрятался в кольце, а Сяо Янь в полную силу бился с экспертом дворца. Поразительная пропасть в силе между ними заставила Сяо Яня выложиться на максимум. Атака ладонью Джай Сина даже оставила отпечаток на поверхности тяжелой черной линейки. Хотя отпечаток и не оказался глубоким, но даже этого хватило, чтобы шокировать Сяо Яня. Этот тяжелый меч всю свою жизнь служил ему оружием, поэтому он был осведомлен о его прочности. Однако старик Джай Синь сумел оставить на его поверхности свой отпечаток ладони. Сяо Янь с осторожностью смотрел на старика. Первым делом ему нужно было покинуть зал заточения. Ему станет проще, если он окажется на поверхности вместе со своими товарищами, остальными почтенными воинами. Но если он останется здесь, то рано или поздно этот старик прикончит его. Даже при помощи своей секретной техники он не может очень долго отбиваться от его атак. Сяо Янь использовал огненный лотос, но, как и ожидалось, он не сильно навредил старику. Тогда Сяо Янь пошел на хитрость. Он разрушил цепи всех остальных заключенных душ и таким образом немного отвлек противника. После чего, использовав остаточное изображение, ускользнул к выходу. Парень бежал на максимальной скорости, ведь он ясно ощущал, что старик Джай Син преследует его. Он наверняка вышел из себя от ярости, когда понял, что его обхитрили. Сяо Янь выбрался наружу к своим людям, но его поразила печальная картина. Все было разрушено. 10 ужасающих аур сотрясали воздушное пространство. Воздух наполнился рядом черных пространственных трещин, из-за чего протекторы ощущали давление. Они просто не смели вмешиваться в битву такого уровня. К счастью, его соратники не попали в невыгодное положение. 5 почтенных воинов Зала Душ обладали силой примерно на уровне 3 звезд. Поэтому, кроме почтенного Тэцзяня, который умудрялся лишь сдерживать своего врага, в остальных 4 схватках его соратники даже немного превосходили своих оппонентов. Но до окончательной победы еще далеко, и уйти так просто не выйдет. Яо Лао уже был спасен, они вместе выбрались наружу. Теперь остается лишь убраться подальше из территории Дворца Душ. Однако среди стражников был старик Джай Син, почтенный воин 5 звезд. Он-то и был самой страшной угрозой для Сяо Яня, который на тот момент находился на пике 9 звезды предка. Обычный предок не выдержал бы и одного удара почтенного воина 5 звезд, однако это же Сяо Янь. Он уже полностью подчинил себе горящее пламя 3000-летий, а значит, можно сказать, обладает 4 видами небесного пламени. Если он воспользуется ими для слияния пламенного лотоса ярости Будды, то его мощь полностью превзойдет разрушение, которое оно могло бы причинить с применением пламени преобразования жизни. Мы уже видели 4-цветный лотос Сяо Яня, который почти убил старого призрака Земли. Однако сейчас все 4 огня в лотосе были небесным пламенем.
Трудно представить, насколько ужаснее будет эта техника. Старик Джайсинь увидел, как из кольца Сяояня вылетело еще одно небесное пламя. 4 вида небесного пламени! Могущество сущности в лице небесного пламени чрезвычайно высоко. Тем не менее, в руках Сяояня аж 4. Как мог Джайсин не испытать шок от увиденного? Цзиянь немного задержала старика, пока Сяоянь был занят лотосом. И вот спустя несколько обменов ударами Джайсин повернулся в сторону Сяояня. Перед ним парил красивый и переливающийся различными цветами пламенный лотос, от которого веяло аурой разрушения. Вот что заставило его испытать страх. Сяоянь, наконец, сумел слить воедино 4 вида небесного пламени и преобразовать их в форму пламенного лотоса уничтожения. Холодный пот стекал со лба Сяояня. Пламенный лотос, объединенный из 4 видов небесного пламени, не так-то просто создать. Как такое возможно, чтобы этот парень сумел проявить подобную технику при помощи силы предка 9 звезд? Шокировался Джайсин. В его сердце вспыхнуло убийственное намерение. Он двинулся, устремившись прямо к Сяояню. Как только старый призрак Джайсин оказался над головой Сяояня, черный туман хлынул во все стороны и образовал перед ним коготь размером в 2 метра. Словно ладонь бога смерти отделилась от тела. Лишь одного взгляда хватило, чтобы по телу побежали мурашки. Ладонь призрака 9 заключений! Коготь устремился на парня, явно не собираясь проявлять никакой пощады. Сяоянь понял, что удара не избежать. Он перестал вливать энергию в пламенный лотос уничтожения, который все еще не сумел стабилизироваться. Он махнул ладонью и выпустил пламенный лотос, который преобразился в луч света и устремился к Джайсину. Вся гора задрожала от землетрясения в этот момент. Долина трещала по швам от образующих ее трещин. Многие эксперты на уровне предка бежали, как трусливые мыши. В то же время призрачный коготь наконец настиг парня и поразил его в грудь. Величественная сила тьмы изверглась, нанося ему колоссальные повреждения. Выражение Сяояня мгновенно побледнело, когда он испытал на себе смертельную атаку. Он выплюнул полный рот крови, которая сразу же превратилась в туман. Можно было услышать звук треска костей в его груди. От такого удара Сяоянь отправился в полет, как пушечное ядро. На лице старого призрака Джайсина был ужас. Пламенный лотос уничтожения взорвался. Разразилась грандиозная огненная буря, которая достигла небес. Поистине, страшное явление. Строения золодухов попросту разрушились. Многие эксперты даже на уровне предка исчезли, как только волна разрушительной силы коснулась их, обратив в груду черного пепла. Но что стало с Сяоянем? Его так отбросило ударом призрачного когтя, что он врезался в стену. Каменные осколки упали вниз и погребли его под собой. Цзиянь быстро примчалась к нему, взяв на руки, и поднялась в небо. Сяоянь впервые получил такие серьезные повреждения. Атаку во всю силу почтенного воина 5 звезд не мог бы выдержать ни один из присутствующих почтенных воинов. Что уж там говорить про Сяояня, предка 9 звезд. Состояние Джайсина в целом не особо выглядело лучше, чем у Сяояня. Он также был покрыт кровью. Его одежда сгорела, поэтому можно было разглядеть кровавые раны, обугленные руки, а одна из них вообще по локоть исчезла. Все эксперты стояли пораженные. Этот мальчишка, полагаясь на силу предка 9 звезд, сумел довести эксперта высшего уровня почтенного воина 5 звезд до такого жалкого состояния. Судя по всему, этот старик не только лишился одной из своих рук, но и вдобавок получил весьма внушительные внутренние повреждения. Даже если Джайсин и выжил после таких серьезных ран, в будущем он уже не сможет совершить ни одного прорыва. Пока все смотрели, внутри чудовищной огненной бури возникли сильные пространственные колебания. 2 несравненно могущественные ауры, которые даже превосходили таковую у старого призрака Джайсина, возникли так внезапно. Эти двое оказались 2 стариками, а носили они белую и черную мантию. К сожалению, это были люди Дворца Душ, Белый и Черный Тяньцзунь. Одни из 9 великих старейшин Зала Душ. Как не вовремя прибыло подкрепление.
Теперь на стороне врага было сильное превосходство. Этим двум старикам приказали атаковать. Из-за разрушения отдела глава Зала Душ точно разгневается. Сейчас главное схватить Сяо Яня. Сила тех старых монстров значительно превосходит Джайсина. Добавить к ним остальных почтенных воинов, и у противника явное превосходство, и они начали атаковать. Даже после ранения Джайсина их целью было схватить Сяо Яня. Сяо Исянь обернулась и посмотрела на Сяо Яня, но испытала боль из-за его нынешнего состояния. Она впервые увидела его таким тяжело раненым, хотя его противником и оказался почтенный воин 5 звезд. Она быстро приказала Цзиянь забрать Сяо Яня и убегать. Нам известна удивительная способность Цзиянь вызывать пространственные трещины и даже путешествовать через них. Все-таки она древний дракон пустоты. Вот и сейчас в небе появилась расщелина. И только она с Сяо Янем хотела уйти, как черный и белый Тяньцзунь внезапно ударили со всей силы. Как они могли позволить Сяо Яню сбежать? В этот критический момент почтенный Тэцзянь, давний друг Яо Ченя, вышел вперед и равнодушно сказал: «Вы все должны выжить. Яо Чень когда-то оказал мне великую услугу. Сегодня и я отплачу ему». Дао Ци вырвалась из его тела, пытаясь противостоять атаке великих старейшин Зала Душ. Однако ужасная сила поразила его настолько, что он просто выплюнул полный рот крови. Учитывая его силу почтенного воина 2 звезд, как он мог справиться с черным и белым Тяньцзунами? Дао Ци в его теле забурлило. Все поняли его намерение самоуничтожиться и забрать врагов с собой. Он был готов пожертвовать собой ради спасения товарищей. Выражения лиц черного и белого Тяньцзунов изменились. Пока почтенный Тэцзянь останавливал почтенных воинов Зала Душ, пространственные врата Цзиянь наконец открылись. Пространственные колебания ощущались очень нестабильно. Из врат хлынула сила притяжения и поглотила группу Сяо Яня внутрь себя. После поглощения людей пространственные врата испарились. Но перед тем, как исчезнуть, пространственная щель поглотила и Тэцзяня. Это событие поразило черного и белого Тяньцзуна. Они смотрели туда, где недавно находились их враги, но увидели лишь пустоту. Они позеленели от ярости. Таким незамысловатым способом Сяо Янь с товарищами и учитель успешно сбежали с территории Зала Душ. А все благодаря Цзиянь. Она применила всю свою силу на основании драконьей крови, чтобы перенести друзей подальше отсюда. Черная дыра выбросила группу людей посреди пустынной равнины. Цзиянь была истощена, однако, что беспокоило больше всего, так это состояние Сяо Яня. Учитель Яо Лао тоже появился и проверил пульс Сяо Яня. В его глазах вспыхнула невероятная жажда убийства. «Старый призрак Джайсин, какое коварство!» Почтенный Фэн наконец увидел своего старого друга. Однако сейчас не время вспоминать былое, так как важнее всего позаботиться о ранах парня. Насколько же все было плохо у Сяо Яня. Все его каналы разрушены, и практически 70% костей сломано. Тот удар ладонью Джайсина содержал всю его силу почтенного воина 5 звезд. Как ни крути, а выдержать такой удар на уровне предка 9 звезд – то еще достижение. Лицо Сяо Исянь побелело еще сильнее. Ее ноги подкосились, поэтому Цзиянь пришлось поддержать ее. Такие серьезные повреждения. Почтенный Тяньхо и Яо Лао тихо вздохнули. Даже они потеряли бы свои жизни, получая не такой удар. Но раз Сяо Янь еще мог дышать, то он уже считался поразительным. Но способ помочь ему все еще есть. Яо Лао очень долго проверял состояние Сяо Яня и, наконец, ответил: «Его обстоятельства немного лучше, чем я ожидал. Телосложение мальчишки уже невероятно сильно. Ладонь Джайсина должна была полностью лишить его жизни, однако Сяо Яню удалось выжить. Кроме того, его сердце под защитой небесного пламени, вот почему тот удар не смог полностью забрать его жизнь». Не стоит также забывать о пламени 3000 звезд, которое способно восстанавливать самые жуткие ранения своего владельца. Благо, Сяо Янь уже владел этой сущностью огня. До тех пор, пока горящее пламя 3000-летий не истощится, его раны восстановятся, насколько бы серьезными они ни были. Но сейчас Сяо Янь без сознания. Восстановление пламени
активировалось само по себе. Оно поглощает силу звезд, поэтому главным моментом было найти место, в котором мощь звезд самая высокая. Только таким образом можно ускорить процесс исцеления. Ведь по легенде, пламя 3000 звезд зародилось не на Земле, а образовалось на далеких звездах. Естественно, лучшим местом был павильон падающей звезды. Он был основан в месте падения метеорита. Даже спустя несчетное количество лет сила звезд в том месте не развеялась. Благодаря мощи метеорита жизнь этого мальчишки будет спасена. Но и это еще не все. Помимо небесного пламени, выжить Сяо Яню помогла та самая пилюля дракона Инь-Янь. Помните? Давным-давно Сяо Янь принял ее, не почувствовав никакого эффекта. Дело в том, что эта драгоценная пилюля 7-го ранга может позволить человеку выстоять после разрушения. Если кто-нибудь употребит эту таинственную пилюлю дракона Инь-Янь, его жизнь будет висеть на волоске, или если он будет тяжело ранен в будущем, она может дать шанс встать на ноги. И если повезет, позволит человеку претерпеть метаморфозу. Тело, дух и даже Дао Ци будут на еще более высоком уровне. Как же здорово, что Сяо Янь в прошлом принял эту пилюлю. По сути, небесное пламя и эта пилюля спасли ему жизнь сейчас. Сяо Исянь и Цзиянь вздохнули от облегчения, поняв, что Сяо Янь не умрет. С их сердец словно бы свалилась тяжелая ноша. Вся группа сразу же поспешила в павильон падающей звезды. Интересно, что именно Яо Лао давным-давно основал его. Павильон падающей звезды располагался в южной части центральных равнин. Прибыв на место, Сяо Яня сразу же отнесли на платформу из черного камня. Если осмотреть пространство вокруг, то можно было увидеть звездное небо. Метеорит не только собирал силу звезд, но и впитывал эту силу из пространства. Данная платформа выступала проводником между двумя силами. Сяо Янь все еще был без сознания, лишь слабое дыхание говорило о наличии в нем жизни. В целом, его сложно было отличить от мертвого человека. Прибыв в павильон падающей звезды, все немедленно постарались помочь Сяо Яню. Мо Цин Люань увидела Сяо Яня на спине у Сюньчжаня. Она испытала шок, когда увидела покрытого кровью молодого человека. Кто же мог довести его до такого? Почтенный Фэн грустно рассказал: этот малец сражался против почтенного воина 5 звезд. Хотя он и сумел сломать ему руку, но тот отплатил ему сполна. Да, Сяо Янь на 9-й звезде предка противостоял эксперту уровня почтенного воина 5 звезд. Мало кто на такое способен, возможно, даже никто. Что удивляло больше всего, парень даже умудрился сломать такому противнику руку. В этом месте пламя 3000 звезд имело наибольшую силу и постепенно восстанавливало силы Сяо Яня. Пока его будет поддерживать достаточный объем сил звезд, небесное пламя никогда не истощится. Рано или поздно он полностью восстановится. Яо Лао слегка улыбнулся. Его не заботило, долго или быстро. Если Сяо Янь сможет прийти в себя и избавиться от своих ужасных ран, неважно, сколько потребуется на это времени. Учитель Яо Лао готов ждать. Стоило ему вместе с почтенным Фэном уйти, как это место снова погрузилось в полную тишину. Только пламя неторопливо полыхало. Сяо Янь словно бы омывался небесным огнем, ожидая своего перерождения. Появление экспертов во главе с Яо Ченем, естественно, вызвало ажиотаж со стороны учеников павильона. Старейшины очень заинтересовались главой, который существовал только в легенде. Все это время управлением занимался почтенный Фэн, но даже в таком случае он оставил позицию главы нетронутой. Он не имел никаких намерений занять ее, а все потому, что он был абсолютно уверен, что Яо Лао рано или поздно вернется. И этот момент наконец настал. Поэтому Фэн Сянь собрал всех на следующий же день и объявил о возвращении главы Яо Ченя. Тот не стал отказываться от своего статуса. Пройдя через множество последних испытаний, он понял, что сила одного человека не важна, но фракция — это другое дело. Нужно укреплять общие силы, чтобы зал душ не смог поступить так же, как и в прошлом. Вдобавок, когда дойдет дело до освобождения отца, Сяо Яня придется столкнуться со всем могуществом зала душ и стоящим за ним кланом Хунь, а тогда ему пригодится фракция, которая поддержит его. Павильон падающей звезды был закрыт от посторонних. Яо Чень и Фэн Сянь опасались, что каким-то образом могут пробраться лазутчики зала душ. Сяо Янь все еще находился без сознания под действием пламени 3000 звезд. В мгновение ока
прошло 2 месяца. На удивление, на центральных равнинах все было очень спокойно. Залдуш, казалось, не собирался мстить за уничтожение их отделения и освобождение Яо Ченя. Разумеется, Яо Лао и остальные не тратили время попусту. Восстановив силы, они начали искать способы и методы, чтобы увеличить силу павильона падающей звезды. Сяо Исянь и Яо Тяньхо, так же как Сюнджань, стали старейшинами павильона. Плюс 3 почтенных воина. Теперь павильон падающей звезды был куда сильнее 4 павильонов и даже долины Ледяной реки. Сяо Янь так и не проявлял никаких намеков на пробуждение, но его бледное и бескровное лицо, наконец, вернуло былой румянец. Его дыхание также пришло в норму, и он больше не напоминал своим видом живого трупа. Все это говорило о том, что раны исчезают из его тела, а его пробуждение — лишь вопрос времени. Прошел еще год, но Сяо Янь так и не проснулся. Хотя все и ощущали, что его состояние улучшается, но он не проявлял совершенно никаких признаков пробуждения. Даже Яо Лао чувствовал беспомощность. Целый год прошел с тех самых пор, как он провел то фатальное сражение. Первоначально Яо Лао предполагал, что что-то произошло из-за серьезности его внутренних повреждений, но даже он был вынужден откинуть эту версию спустя полгода его восстановления. Все потому, что на тот момент уже каждый мог без проверки понять, что он полностью восстановился от ран, а состояние его тела теперь выглядело даже лучше, чем раньше. Даже Яо Лао не мог понять, почему Сяо Янь до сих пор не пришел в сознание. Конечно, никто из них не стал под действием эмоций пытаться его пробудить силой. Сяо Исянь, смотря на лежащего Сяо Яня, прошептала: «Даже если то ради Сюнэр и ребенка Цайлинь, ты не должен спать вот так». Ее слова не оказали видимого эффекта. Но только она хотела уже развернуться и уйти, как вдруг все ее тело застыло. В тот миг она четко рассмотрела, что палец Сяо Яня шевельнулся. И спустя некоторое время гора вдруг задрожала, а источником было то самое место, где находился Сяо Янь. Все могли ощущать ужасающую ауру, как будто спящий дракон собирается пробудиться. Это аура, это Сяо Янь. Этот парень наконец-то решил проснуться? Пока весь павильон падающей звезды обсуждал внезапный феномен, на вершине башни наконец произошло нечто неожиданное. Сяо Исянь радостно смотрела на Сяо Яня. В этот момент она ощущала, как могущественная и невероятная аура исходит от его тела. Неужели Сяо Янь наконец-то проснется? Что будет с его силой и сумеет ли он восстановиться после практически смертельного состояния? Рассмотрим это в продолжении. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о таких невероятных событиях и спасении Яо Лао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!